Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простых пончиков тулумба на заварном тесте. Эта восточная сладость очень популярна в Турции и Греции, а в Азербайджане эти пончики называют бамия. Они пропитаны ароматным сладким сиропом. По желанию сверху их можно присыпать орехами. В принципе, если вы не хотите пропитывать пончики сиропом, вы можете просто их потом присыпать сахарной пудрой. Вот я специально оставила пончик, который я не пропитывала сиропом. Он вот такой хрустящий, а внутри нежное тесто. И разломаю пончик в сиропе. Он сверху также остается хрустящий. И как видите, он очень хорошо пропитан сиропом. И внутри вот такое нежное тесто. Для приготовления сиропа мне понадобится прежде всего для рецепта надо приготовить густой сироп. В кастрюлю всыпаю сахар и вливаю воду. Сироп должен получиться густой. Буду варить его примерно 10 минут. Сахар фактически растворился. Я сейчас в сироп добавлю лимон. У меня здесь чуть больше четверти лимона. Выдавливаю сок и добавляю вместе с кожурой, которая также даст свой аромат. И после того, как сироп закипит, буду варить его еще примерно минут 7. Восточные сладости очень часто пропитывают именно вот таким сладким сиропом. Они придают изделиям свой неповторимый вкус и сочность. В такой сироп по желанию можно добавить еще и кардамон. Сироп надо готовить до приготовления теста, так как он должен успеть остыть. Тулумбу надо выкладывать в уже холодный сироп. Сироп готов, снимаю его с плиты и оставляю остывать. Для приготовления теста мне понадобится в кастрюлю вливаю воду. Добавляю сливочное масло. Кстати, для этого рецепта можно использовать и растительное масло, но со сливочным тесто получается вкуснее. Добавляю соль, примерно пол чайной ложки, и сахар 30 граммов. Довожу массу до кипения. Это заварное тесто отличается от заварного теста, которое мы готовим на эклеры и профитроли. Оно получается более плотное. Масса закипела. Делаю огонь чуть тише и всыпаю в нее уже просеянную муку. И начинаю заваривать тесто. Интенсивно перемешиваю лопаткой. Надо, чтобы вся мука смочилась водой, чтобы не было сухой муки. Огонь можно сделать тише еще и интенсивно все перемешивать. Тесто должно собраться в один целый ком и стать таким гладким. Заваривать тесто на плите я буду примерно минуты 3-4. Как видите, тесто получается такое довольно плотное. Растираю его вот таким образом лопаткой. Тесто собралось в один ком. Перекладываю тесто в миску. Немного его вот таким образом раскрываю, чтобы оно быстрее остывало. Мне надо, чтобы оно остыло до слегка такого теплого состояния, чтобы можно было сюда спокойно добавлять яйца. Когда тесто остыло вот до такого теплого состояния, что вы можете спокойно его брать в руки, можно добавлять в него яйца. Причем тесто получается такое достаточно плотное, что яйца я буду вмешивать руками, не лопаткой. Добавляю первое яйцо и хорошо вмешиваю. Если хотите, можно вымешивать тесто в планетарном миксере. Когда вмешала первое яйцо, добавляю следующее. И таким образом добавлю все 4 яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 65-68 граммов. Добавляю последнее, 4-е яйцо. Я вмешала все яйца. Посмотрите, какое сейчас в итоге получается тесто. Оно плотное, но вместе с тем оно вот так свободно тянется. И теперь в него я добавляю кукурузный крахмал. Можно также использовать и картофельный. Вмешиваю его. Крахмал добавляем для того, чтобы пончики получились хрустящими сверху и хорошо держали форму. Посмотрите в итоге, какое тесто получилось. Подбираю тесто вот таким образом лопаткой и перекладываю его в плотный кондитерский мешок
с такой насадкой «Закрытая звездочка». Рекомендую использовать плотный кондитерский мешок, так как тесто довольно густое, плотное, и чтобы мешок не порвался. Жарить пончики я буду в глубокой сковороде. Наливаю достаточное количество растительного масла. Пончики жарим во фритюре. Я включаю разогреваться масло и сразу же в холодное масло начинаю выдавливать тесто. Это специфика приготовления этих пончиков, так как здесь тесто довольно плотное, и чтобы оно успело прожариться, начинаем пончики опускать в масло еще когда оно только начинает разогреваться. Обрезать тесто я буду ножницами, смачиваю их в масле. Выдавливаю тесто из мешка. Вот такие небольшие кусочки. Тулумбы обычно делают вот такой слегка удлиненной формы. Таким образом я выдавливаю полную сковороду пончиков. Как видите, масло начинает уже потихоньку разогреваться. Когда вы увидели, что масло уже начинает вот таким образом кипеть, можно сделать огонь чуть тише. И вот покажу вам, сколько теста у меня еще осталось. То есть у меня получится такие, наверное, 3 сковородки пончиков. Пончики вот так классно надулись, все всплыли. Сейчас на среднем огне обжариваю до готовности. Я уже буду их немного поворачивать, чтобы они равномерно обжаривались со всех сторон. Всего обычно на обжаривание партии пончиков уходит примерно минут 15. Здесь очень важно, чтобы пончики прожарились внутри, чтобы тесто внутри было не сырое. Пончики сверху уже становятся вот такими хрустящими. Их надо вот таким образом размешивать, чтобы они равномерно обжаривались со всех сторон. Сейчас вы определяете сами, до какой степени прожаренности вы хотите их довести. Очень многие обжаривают эти пончики, чтобы они были прям вот такие коричневые. Я обжариваю до легкого золотистого цвета. Пончики обжарились, стали вот такие золотистые. Сковородку я выключаю, пончики достаю из масла, стряхиваю хорошо и сразу отправляю в холодный сахарный сироп. Пончики в сиропе перемешиваю. Оставляю их таким образом в сиропе буквально на 1 минуту. И теперь достаю пончики из сиропа на тарелку. И теперь я буду готовить следующую партию пончиков. Сковородку я пока еще не включала. То есть здесь пока еще такое достаточно горячее масло. В него я начну выдавливать тесто. И масло, по мере того, как я в него выдавливаю тесто, еще немного остынет. Обычно я не дожидаюсь, когда масло полностью остынет. Оно сейчас уже не такое горячее. Как видите, я выкладываю тесто, оно абсолютно не шипит. Сковородку я не включаю. Включу ее, когда выдавлю достаточное количество пончиков. И, конечно, таким образом я буду готовить все пончики. Вторая партия пончиков обжарилась. И я их точно так же отправляю в сироп. Все пончики готовы. Сверху я их присыпаю немного орехами. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикок Позитивная кухня. Всем пока!